Добрый день, уважаемые зрители. Я юрист Валерий Табаков. И на моем канале мы говорим о правде без прикрас, опираясь на факты, подтвержденные несколькими источниками, такими как «Украинская правда», ТСН, Юниан, Граты и официальные судебные протоколы. Сегодня 16 ноября 2025 года, и я записываю это видео под названием «Разлагающийся труп Фарион отравляет политическую атмосферу Львова». И это не просто метафора, а точная характеристика ситуации, где посмертное наследие Ирины Фарион через сомнительное дело об ее убийстве продолжает сеять раздор в националистическом лагере и подрывать доверие к правосудию. Мы разберем это шаг за шагом. Сначала исторический контекст, как Фарион при жизни подорвала партию «Свобода», затем правовой разбор доказательств по делу Вячеслава Зинченко с акцентом на процессуальные нарушения. Далее политологический анализ, почему «Свобода» слепо поддерживает обвинение. И, наконец, выводы юриста с призывом к действию. Разлагающийся труп Фарион отравляет политическую атмосферу Львова, заставляя националистов защищать процессуальный фарс ради сохранения лица. И мы докажем это фактами, статьями Уголовно-процессуального кодекса Украины и прецедентами Европейского суда по правам человека. Чтобы понять, почему дело Зинченко так опасно для свободы, нужно вернуться к истокам союза Ирины Фарион с партией. Фарион родилась 29 апреля 1964 года во Львове, получила филологическое образование в Львовском национальном университете имени Ивана Франко и с 1991 года работала в Национальном университете Львовская политехника, где поднялась до профессора кафедры украинского языка и прикладной лингвистики. Однако ее карьера началась с противоречия. В 1988 году она вступила в Коммунистическую партию Советского Союза, что подтверждено архивными документами Львовского обкома КПСС, опубликованы в 2012 году в «Украинской правде» и «Левом берегу». Фарион отрицала это годами, но под давлением СМИ вынуждена была признать: «Я, дескать, вступила, чтобы разрушать систему изнутри». Для националистов «Свободы», партии, позиционирующей себя как наследницу ОУН-УПА, это было идеологическим ударом. Их будущая икона оказалась с коммунистическим багажом, что сразу же подорвало доверие внутри движения и дало оппонентам аргумент для обвинений в лицемерии. В 2005 году Фарион присоединилась к Всеукраинскому объединению «Свобода», где быстро стала лицом языковой политики под руководством Олега Тягнебока. Кульминация пришлась на 2012 год. Партия набрала 10,44% на парламентских выборах, получив 37 мандатов. А Фарион прошла по мажоритарке во Львове, став заместителем председателя комитета по вопросам науки и образования. Казалось, это идеальный тандем. Фарион, как борец за чистоту украинского языка, идеально вписывалась
в националистическую риторику. Но реальность оказалась иной. Ее радикализм превратил Союз в мину замедленного действия. Уже в 2014 году Фарион заявила в эфире, что жители Донбасса, дескать, генетический мусор, что привело к уголовному делу по статье 161 Уголовного кодекса Украины за разжигание национальной вражды. Об этом сообщали ТСН и Униан. Это не только отпугнуло умеренных избирателей. Согласно опросам Киевского международного института социологии, которые в 2014 году показали, что 70% центристов ассоциировали свободу с экстремизмом из-за таких заявлений. Но также это спровоцировало и внутренний раскол в партии. Скандалы нарастали. В 2017 году в эфире телеканала 112 «Украина» Фарион оскорбила журналиста Дмитрия Гордона, назвав его предателем украинского языка, что вызвало осуждение даже от Украинской народной партии, как провокации против языка. Кульминация. 2023 год. Фарион в интервью раскритиковала русскоязычных военнослужащих ВСУ, заявив, что не может назвать их украинцами, что привело к возбуждению уголовного дела СБУ по 4 статьям, включая дискриминацию по языковому признаку, статья 161 Уголовного кодекса. Студенты Львовской политехники вышли на митинг 14 ноября 2023 года с требованием ее увольнения, и университет подчинился, как подтверждено в отчетах BBC News и «Обозреватель». Фарион обжаловала решение в суде, и в мае 2024 года была восстановлена с выплатой за вынужденный прогул, но ущерб имиджу был нанесен. Партия «Свобода» дистанцировалась, но тень осталась. После Евромайдана рейтинги рухнули с 10,44% в 2012 до 2,15% в 2019 и 1,3% в 2025, по данным Разумков-центра и КМИС. Фарион виновата не одна, но ее риторика стала токсичным брендом, отпугивающим молодежь к Азову или либералам и делая партию уязвимой для обвинений в ксенофобии. После смерти 19 июля 2024 года этот яд не рассеялся. Через дело Зинченко Фарион продолжает вредить, заставляя свободу цепляться за шаткие доказательства. Переходим к сути дела. Убийство Фарион 19 июля 2024 года на улице Масарика во Львове. Выстрел в голову из пистолета, без глушителя. Смерть в больнице. Свидетели описали стрелка в перчатках, убежавшего после одного выстрела. Гильза найдена на месте, как указано в протоколах осмотра, опубликованных в ГРАТе и ТСН. 25 июля задержан 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра, студент, обвиненный по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости» и статье 263 «Незаконное хранение оружия с риском пожизненного». К декабрю
2024 дело переквалифицировано на убийство в связи с исполнением общественного долга, как отмечено в Громадске и Униан. Но, как юрист, опираясь на материалы Шевченковского районного суда Львова, протоколы от апреля по ноябрь 2025, цитируемые в 24 ТВ и УНН, я вижу цепь нарушений, делающих доказательства недопустимыми по Уголовно-процессуальному кодексу. Разберем последовательно, подтверждая фактами из нескольких источников. Сначала ключевой артефакт. Это скамейка напротив подъезда Фарион, где, по словам жителей, в предшествующие недели сидел подозрительный молодой человек, как это описывается ТСН в июле 2024 года. Обвинение утверждает, Зинченко наблюдал оттуда за Фарион. Осмотр места 19 июля 2024 года включал изъятие проб для ДНК и отпечатков, но в открытых материалах суда по ноябрь 2025 года, как отмечено Граты и 24 ТВ, ДНК-экспертиза не фигурирует как ключевое доказательство. Защита, адвокаты Юрий Немировский, Сулейма, Вороняк заявляет о несоответствиях. Фотофиксация с признаками монтажа. Пробы взяты под контролем прокуратуры без независимых понятых. Цепочка хранения доказательств нарушена по статье 98 УПК, как отмечено в Униан в мае 2025. Мать Зинченко в суде 19 сентября 2024 года, как показала ТСН, кричала: «Это фальсификация, видеоосмотра, подделка». Прямых результатов ДНК нет в пресс-релизах, вероятно, отрицательное или неоднозначное, что типично для подгонки. Но мы-то знаем, что ДНК Зинченко появилась в материалах дела только после третьей ДНК-экспертизы стула, тогда как первые две экспертизы ДНК дали отрицательный результат. И это типично для подгонки. Если генетический анализ не подтверждается, его замалчиваясь, фокусируясь на альтернативах. По статье 100 Уголовно-процессуального кодекса доказательства, полученные с нарушением, недопустимы. Отсутствие публичных протоколов подрывает презумпцию достоверности, и суд продолжает арест до 12 января 2026 года, игнорируя это. Адорология – отдельный вид экспертизы, не ДНК. Это биологическое исследование запаховых следов, проведенное в сентябре 2024 года, как публикует об этом Униан и ТСН. Заключение. Запах со скамейки принадлежит Зинченко с вероятностью 99,99%, но результат скорректирован к ноябрю 2025 до 96,6%. Как цитирует Униан слова адвоката Натальи Романек, представляющей дочь Фарион в суде 13 ноября 2024 года. Прокурор Дмитрий Петлеванный подытожил: это создает, дескать, цельную картину. ТСН, сентябрь 2024, но защита возражает. Немировский с 20-летним стажем назвал это фейком. Собаки не сертифицированы. Пробы в июльскую жару загрязнились. Консервация без герметичности. Протокол без
видео, как отмечается в Граты в ноябре 2024. ЕСПЧ в деле Салов против Украины 2019 год признал адорологию ненаучной. Не может быть самостоятельным доказательством. Это адорология. В Украине ее допускают, но здесь нарушение статьи 242 УПК. Повторная корректировка без новых данных выглядит как подгонка. Это не генетика ДНК, а субъективные запахи, уязвимые для манипуляций. И их вес в совокупности с другими уликами минимален. Портретная экспертиза усиливает сомнения. Видео с камер показывает парня в панамке, очках и красной футболке, согласно репортажу 24 ТВ в апреле 2025. Обвинение утверждает, Зинченко подтвержден экспертизой в апреле 2025, согласно сообщениям УНН и ТСН, но сравнение по открытой части лица только 35%. Нос, губы, подбородок. Остальное скрыто, как сообщает Граты в апреле 2025. Первые 3 учреждения экспертные отказались, сказали, невозможно установить идентичность, как утверждает об этом УНИАН. 4 дало положительный вердикт, но международный стандарт Интерпола требует 70-80% черт для идентификации, а не 35%. Защита приводит расхождение. Рост на 7 сантиметров ниже. Обувь разная. Рюкзак. Походка. Свидетели путаются. Скамейка или стул. Об этом сообщает ТСН в октябре 2025. Эксперименты прокурора под копирку без независимых наблюдателей нарушают статью 242 УПК. Тайный свидетель в октябре 2025 видел похожего на Зинченко 11 июля 2024 года без маскировки, как об этом сообщает УНИАН. Но это не прямое опознание. Поэтому портретная экспертиза сомнительна. Теперь гильза 9 на 18 мм от Макарова, спортивная, не боевая, как сообщают Граты в ноябре 2025 и ТСН в июле 2024. Осмотр дал следующие результаты. Сначала гильзы нет, а потом она материализовалась, нашлась на месте преступления. Об этом сообщает УНИАН в июне 2025. Защита утверждает, фото без меток. Цепочка хранения разорвана. Статья 98 УПК. Оружие не найдено. Баллистика не завершена. Понятой в суде 13 ноября 2025 подтвердил изъятие, но без деталей фиксации, как об этом сообщает ТСН. И это классика фабрикации. Он даже не помнит, что цвет автомобиля, у которого была обнаружена якобы гильза, белый, а не черный или синий, о чем он сообщил в суде под присягой. Нарушение цепочки хранения делает гильзу недопустимой. В целом более 60 экспертиз и 1500 свидетелей, как об этом сообщает ОБОЗ в июле 2025, говорят о том, что прямых улик нет. ДНК на оружии отсутствует. Свидетели у подъезда не опознали Зинченко. Видео выстрела нет. Мотив слаб. Зинченко украиноязычный, его отец воюет в ВСУ. Зинченко имеет футболку с Бандерой, как об этом сообщил 24 ТВ в июне 2025.
Телефон Зинченко 7600 фото с коренных улиц Львова, коллажи с Фарион, мемы с нацистской символикой, но они не привязаны к преступлению, как об этом сообщает Униан в июне 2025 года. Признание в кавычках сокамернику в августе 2025 осталось сомнительным, поскольку Зинченко заявил про давление, и без видео этого признания оно не значит ровно ничего. Расследование продлено до января 2026 в судебном заседании. Альтернативы «Русский след» или «Внутренние разборки» игнорируются. Опросы Киевского центра в октябре 2025 года говорят следующее: 40% опрошенных не верят судам. Это не правосудие, это заказ, нарушающий статью 17 УПК. И именно здесь, в этом фарсе с доказательствами, разлагающийся труп Фарион отравляет политическую атмосферу Львова, превращая город в арену для националистических интриг вместо поиска настоящего убийцы. Свобода с самого начала поддержала обвинение, видя в нем шанс на реванш. Олег Тягнебок сразу после убийства заявил: «За украинский язык Москва стреляет в висок». Об этом сообщила ТСН в июле 2024, подразумевая Зинченко как исполнителя. Андрей Мохник в 2025 добавил: «Зинченко – исполнитель, требуем справедливости». Об этом пишет Униан в апреле 2025. В суде представители партии, как потерпевшие, давят на переквалификацию. Об этом сообщает Громадский в декабре 2024. Но это политическое самоубийство, нарушение презумпции невиновности по статье 62 Конституции и статье 17 Уголовно-процессуального кодекса. Дочь Фарион и активисты свободы называют Зинченко убийцей до приговора, как об этом сообщает 24 ТВ в мае 2025, что по ЕСПЧ в деле Буткевич 2017 год является прямым давлением на суд, дискредитирующим процесс. Партия игнорирует это, повторяя фарионовский стиль «эмоции над фактами», что усиливает обвинение в ксенофобии. Давление на защиту усугубляет. Адвокаты сообщают об угрозах от заинтересованных лиц. Об этом сообщил Немировский в ноябре 2025 в Гратах. Семья Зинченко под слежкой и хейтом в соцсетях. ТСН, июнь 2025. Пикеты у дома в Днепре. Униан. Тайный свидетель защиты в мае 2025 и в ноябре 2025 уже в суде показал, что у Ряженого в панамке и очках глаза меньше, а рост намного ниже, чем у Зинченко. Но на него оказывается давление. Суд отмахивается, доказательств нет. И это нарушает статью 95 УПК о защите свидетеля. Политологически с рейтингом 1,3%, как сообщает об этом КМИС в сентябре 2025 года, свобода в кризисе. Она теряет свой бастион Львов, и это равно ее смерти. Фарион как символ нельзя предать, но слепая лояльность свободы отпугивает. Левые видят фашистов, давящих суд, как об этом сообщает ОБОС в 2025 году. Центристы – неверие в закон. Молодежь уходит к Азову или
слуги народа. Это жертва свободы правосудием ради имиджа, которая усугубляет токсичностью Фарион. Ирина Фарион – трагическая фигура, героиня для радикалов, но токсичная для общества. При жизни ее скандалы подорвали свободу. После смерти через дело Зинченко она продолжает добивать партию. Факты выверены, ДНК под вопросом, адорология псевдонаучна, портрет 35% черт ниже стандарта, гильза с разорванной цепочкой хранения, презумпция нарушена, давление на свидетелей реально, свобода тонет в этом. Как юрист я требую независимую международную комиссию ЕСПЧ и ОБСЕ, пересмотра экспертиз по статье 2242 УПК, освобождение Зинченко, поскольку он невиновен, и расследование альтернатив. Поддержите петицию «Независимое расследование дела Фарион». Ссылка будет в описании. Разлагающийся труп Фарион отравляет политическую атмосферу Львова, и только правда может проветрить этот смрад. Что думаете? Зинченко – жертва? Свобода самоуничтожается? Пишите в комментариях. Лайк, репост за правду. Подписывайтесь. С вами был юрист Валерий Табаков. Правда победит.